Итак, наступил тот момент, когда мы полноценно готовы к персонажной анимации. Не только к одной лишь ноге, а именно ко всему телу. И сегодня я предлагаю вам заанимировать человека, который бьет молотом по кубу. Значит, что для начала нам нужно учесть? Самое главное – это количество кадров в секунду. То есть вот параметр, где выставляется FPS. По умолчанию всегда здесь стоит 30. И современные движки работают именно с этим значением кадров в секунду. Если вы работаете для каких-то других, там, я не знаю, фильмов, рекламы, возможно, заказчик потребует сделать 24. Но вообще в основном это 30. Также кадры в секунду меняются в setting preferences вот здесь. Мы можем проверить, нажав play, мы можем проверить, сколько кадров в секунду в сцене по вот этому счетчику. Выставляется он в меню Display, Heads Up Display и здесь Frame Rate. То есть он выключен по умолчанию, вы должны сами его включить. Окей, давайте вернемся на 0. И перед самой анимацией нам, естественно, нужно вот этот молот всунуть каким-то образом персонажу в руку. То есть мало того, нам нужно еще понять, какой именно удар молотом у нас по кубу будет. То есть можно же бить по-разному. Можно вообще этот куб сбоку ударить, да, там снизу ударить. Вот. И мы должны перед тем, как начать анимировать, приблизительно в голове себе представить, какой именно удар вы хотите видеть. Ну или какое именно техническое задание у вас по удару. Я предполагаю, что это будет классический удар сверху, будто это мы бьем топором. Ну, как по мне, наверное, это самый распространенный такой удар, и, наверное, легче всего вам будет его повторить. Значит, персонаж у нас пусть будет правша. Соответственно, если, допустим, мы представим, что держим молот в руках, то левая рука у нас будет находиться ближе к навершию, а правая чуть дальше. Поэтому предлагаю его первым делом вставить в левую руку. Сейчас вы поймете, почему именно в левую. То есть я первым делом зажал привязку к вертексам, чтобы быстрее его туда кинуть. И теперь выставляю его приблизительно так, как он был в реальной жизни. Да, конечно же, сейчас на данный момент мы не учитываем ни вес, ничего. То есть мы просто его вставляем в руку перед тем, как начать анимировать. Конечно же, все повороты... Давайте скроем кости, чтобы они нам не мешали. Уберем X-Ray Joints. И, конечно же, все вот такие вот скручивания пальцев. Это все должно... Я еще скрою кости. Это все должно делаться через контролы, которые мы создали. Да, пальцы у нас, конечно, корявые, но сейчас для тестовой анимации вполне сойдут и такие. То есть вот как-то мы это дело выставили. И что я могу сказать? На самом деле это не стопроцентная его как бы поза, в которой он будет в дальнейшем находиться. То есть я точно не уверен, допустим, возможно, лучше сделать вот так. И сейчас, чуть позже, когда мы будем выставлять позу, мы больше поймем, под каким углом нужно его развернуть, чтобы как бы он более правильно лежал. Но первая мысль это сделать сам молот параллельно вот кисти. Все, то есть вот мы как-то его выставили. Можно его немножко по локальным осям сдвинуть вперед. Вот так вот. Вот. И теперь
нам нужно его привязать к руке. Конечно же, у нас для этого существуют констрейны, и лучше всего пользоваться ими. Да, можно его кинуть и в иерархию, но тогда в случае, если нам нужно будет, допустим, молот выкинуть, то есть бросить его, сделать анимацию броска, то из иерархии вы не сможете это безболезненно сделать. Поэтому нужно использовать constraint. Выделяем контроллер и делаем parent constraint. Теперь у нас молот двигается за рукой. Если вы видите какие-то подобные искажения, пересечения, конечно же, их можно править. То есть давайте отмотаем назад. Немножко подвинем, чтобы не так сильно это бросалось в глаза. Вот так. И делаем еще раз. Parent constraint. Все, молот в руке. Значит, теперь для удобства я всегда делаю так. Я всегда скрываю здесь все. Отображаю полигон и отображаю нарпсовые кривые. Для того, чтобы все остальное у нас не мешало, не бросалось в глаза. Кстати, заметьте, я здесь случайно, похоже, что... Или удалил... Да, я удалил constraint здесь. Давайте вернем его. Хорошо, что случайно я это заметил. Parent. Вот, теперь все на месте. Все, теперь кости опять обратно выключаем. Окей, и теперь давайте выставляем позу. Первую позу, с которой персонаж у нас будет бить молотом. То есть, ну, это такая расслабленная, можно сказать, поза, с которой он будет готовиться. Ну и, конечно же, мы должны в голове себе представить картину, как бы вот он выглядел, или как бы вы сами бы выглядели, держа молот или топор перед самым нанесением удара. То есть вот именно вот в ожидании старта, так сказать. Если вам тяжело, то есть, ну, это нужно развивать, это видение. Но если вам первое время тяжело представить себе это, вы должны зайти в интернет, написать в гугле там удар молотом или удар топором, или просто какие-то игры типа Diablo или другие, посмотреть, как там персонажи это все дело держат. И попробовать скопировать. То есть кому как легче. Окей, давайте начнем. Значит, первым делом. Ноги сейчас находятся у нас, можно сказать, в вытянутом положении. То есть, ну, вот они уже полностью разогнаны. Но мы предполагаем, что он чуть-чуть стоять будет на полусогнутых. Конечно же, полвектора надо выдвинуть вперед, чтобы колени свободно поднимались. То есть это то, что я делал перед ним. Также не забудьте, у меня был отключен автокей. Включите себя автокей. То есть, как я уже рассказывал, это то, что автоматически ставит ключ. То есть сейчас он пока ставиться не будет, потому что первый раз нужно самим поставить ключ. Но позже он будет ставиться автоматически. Так, теперь предполагаем, если он правша, да, то, соответственно, правая нога будет чуть позади, левая чуть впереди. Перейдем в World Space. Сделаем так. Сделаем так. Немножко, может, подразвернем таз. Ну, совсем мало. И немножко развернем торс. А теперь давайте перенесем сам молот. Я предполагаю, что держать он его будет немножко слегка опущенным самим молотом вниз. То есть можно, конечно, его сделать, что он вот так его будет держать. Ну, то есть как перед собой, да? А вот этой рукой вот тут слегка придерживать. Но я все же, наверное, пойду по другому пути. Я его опущу самим билом этим вниз. И он будет этой рукой слегка придерживать. То есть это будет такой создаваться эффект слегка тяжелого молота. Что для него он как бы не легок. Значит, я думаю, еще можно чуть ноги подать вперед. А мы как бы компенсируем ими вес молота. А, естественно, позвоночник
наклонить тоже вперед. Таз немножко отставить назад. И сейчас будем смотреть, что у нас получится. Значит, что по другой руке? Как вы можете понимать, когда человек бьет молотом, он, естественно, его держит обеими руками, да? Конечно же, и здесь тоже он должен его держать обеими. Вы можете видеть, что у нас здесь слегка, не слегка, а сильно выламывается кисть. То есть именно в районе предплечья, запястья идет сильный излом. Это по той простой причине, что мы для простоты рига мы не вставляли вот сюда, вот где предплечье, дополнительную кость, которая бы компенсировала. Но сейчас давайте просто не будем обращать внимание на этот нюанс. Пусть она немножко, ну не немножко, пусть она изламывается. А мы пока больше будем заниматься именно анимацией. Сразу с огнем в кулак. И попробуем выставить максимально похоже на то, как бы это держали бы вы или другой человек. Я хочу немножко отставить его сюда. Значит, так как у нас молот перевешен, то есть центр тяжести у него вот здесь, конечно же, человек будет пытаться компенсировать. То есть он будет пытаться как бы упираться вот той ногой, где больше веса. А другая нога, она у него как бы более расслаблена будет. Давайте, так как мы эту руку уже практически выставили, немножко ее вот сюда сдвинем. Давайте теперь ее тоже привяжем так, чтобы она за молотом сама летала. Ну, чтобы мы вообще не двигали ее сами. То есть все автоматизируем. Значит, мы можем сделать временный constraint. Зайдем в Outliner, выделим наш контроллер кисти. И вот зайдем, выделим этот контроллер в Outliner. И от левой руки поставим constraint на правую руку. Parent constraint. И вот мы можем видеть, здесь создался constraint. Теперь мы, когда крутим левой рукой, у нас крутится и правая тоже. Ну и, соответственно, молот. Так очень просто. Легко менять ее положение. Давайте, пришло время ключиц. Немножко опустим их вниз. У нас же как бы вес. Соответственно, они нагружены. Он у нас смотрит на место туда, куда ему предстоит бить.
Сейчас на данный момент я стараюсь сделать так, чтобы идеально распределить центр тяжести. После того, как мы чуть-чуть ключицы подвинули, можно еще опустить молот ниже. Или прокрутить его. Следим, чтобы руки нигде не пролазили. Нет, это слишком. То есть мы, когда выставляем, мы смотрим, ну, опять же, мы можем смотреть на референсы в интернете и повторять. Ну, или пытаемся это сделать, как бы взяв позу из своей головы. Вот как бы вы представляете, как это должно быть? Вот. Ну, то есть вот как-то так у нас получается. Пока не беспокойтесь о том, что здесь неестественно кисть выгибается. Это потому, что на самом деле, когда делаем довольно детализированную анимацию, то есть, допустим, для фильма, мы должны делать дополнительный риг на кисть, и чтобы вот этот вот излом компенсировать с помощью пальцев. То есть, чтобы у нас, допустим, здесь-то у нас всего лишь один контроллер на пальце, было что как-то вот как-то так. То есть, вот так. И при этом, конечно же, молот. Ну, у нас, допустим, кисть бы, естественно, выровнялась бы, а молот все равно оставался в своем положении. Как-то вот так на самом деле. То есть, ну, мы можем даже сейчас это все подправить. Я только что удалил constraint с молота. Вот это молот, я удалил constraint. Вот я здесь выставил так, чтобы чуть было красивее и не было излома. И мы можем опять при constraint. Точно так же здесь я могу сейчас удалить constraint. Опять выставить
кисть, чтобы красиво было. И опять сюда constraint назначить. То есть, видите, теперь этот излом стал меньше. Но вы же понимаете, что когда ну, человек, допустим, молот поднимает или делает какие-то вращательные движения им, то молот, он постоянно в руке гуляет. То есть он вот отсюда вот посюда. И, соответственно, пальцы здесь тоже будут гулять. Ну, давайте сейчас не будем заострять внимание на этом, потому что это уже более сложный риг. Это нужно ригать и молот тоже, делать ему вот эти вот дополнительные контролы, так чтобы молот тоже жил, можно сказать, своей жизнью в каких-то случаях. Сейчас мы чисто вот так для красоты сделали, и пусть оно так и останется. Будем закрывать глаза вот на такие дефекты. Окей. Давайте заканчивать с выставлением позы. На самом деле ее не обязательно там прям идеально сейчас выставлять. Потому что нам нужно скорее заниматься анимацией. Вот как-то так его сделаем. Все. То есть вот такой вот у нас персонаж. Так вот он стоит. И он в данном случае готов к тому, чтобы нанести удар. Значит, первым делом давайте сделаем здесь фильтр. Только кривые. Чтобы мы, когда вот так вот выделяли, мы выделяли только чисто кривые. И давайте выделим сейчас все кривые. И поставим первый ключ. S. Все. У нас теперь на все атрибуты всех наших контролсов проставился ключ. Теперь, если какой-то контролс мы будем двигать, то ключ будет автоматически с помощью автокея меняться. Вот. И давайте откроем Graph Editor. Windows Animation Graph Editor. Значит, его можно, это кому как удобнее, его можно вынести вниз на панель. Ну, типа сюда. А можно просто как открытым отдельным окном. Давайте сделаем так все же. Ну, мне так более привычно. Вы, если у вас есть, конечно, второй монитор, то это будет намного лучше. Но я вам для записи, наверное, выставлю так. И для одного монитора это, наверное, лучший вариант. То есть, да, кривые будут, может, чуть-чуть не так хорошо видно, как на всем мониторе, но, тем не менее, у нас будет хороший обзор. Окей. Значит, первым делом, перед самой анимацией, нам нужно выставить ключевые позы. Значит, существует несколько способов анимировать персонажей. То есть можно, не выставляя ключевые позы, а просто последовательно там с нулевого по 5 кадр, с 5 по 10, потихонечку ему накидывать движение. То есть, допустим, в 5 кадре он там замахивается, в 10 бьет, там в 20 возвращается назад. То есть мы как бы последовательно анимируем. Но есть еще способ, когда мы перед тем, как начать все анимировать, мы выставляем вот промежуточные кадры. То есть там, как мы делали с ударом ногой об пол, можете помнить. Вот давайте начнем как раз с этого момента. Как раз с выставления промежуточных кадров. Так будет нагляднее. И теперь, конечно, давайте представим, что первым делом сделает человек, прежде чем нанесет удар. Ну, конечно же, можно сразу подумать, что это будет поднятие молота, но на самом деле нет. Поднятие молота это просто самое заметное движение, которое просто сразу бросается в глаза. И человек думает, что сразу же после вот стойки такой, да, в нулевом кадре, он уже переходит в поднятие молота. Но нет.
как раз красивая и качественная анимация и отличается от некачественной своим отношением к микродеталям, то есть к микродвижениям. И сейчас я покажу, что я имею в виду. То есть вот у нас, например, если мы нажмем play, мы смотрим, да, то есть у нас 30 кадров в секунду, значит 1 секунда это 30-й кадр. И вот давайте представим, в каком месте будет удар. Ну, вернее, не удар, а замах. Нажмем и представляем в голове. Вот, например, с нулевого еще раз нажмем. Скорее всего, где-то в 15-м кадре он занесет молот вверх. Но между нулевым и 15-м кадром он сделает еще одно важное действие. А именно, он слегка поменяет позу. То есть он сделает он подвинет свое тело, во-первых, ближе к кубу, для того, чтобы максимально вложиться в удар. И он подготовит свое тело для того, чтобы перенести большой вес молота вверх над своей головой. Потому что он, конечно, может заставить себя находиться вот и в таком положении, и заставить, не сдвигая ноги с места, и заставить поднять молот вверх. Но это уже будет не такой мощный удар, и это будет не такая красивая анимация, как она могла бы быть. Поэтому где-то буквально вот между нулевым и 15 кадром он сделает перешаг ногами. То есть он как бы для качественного замаха поменяет поменяет ноги местами. Ну, не обязательно местами, но слегка их подвинет. Потому что он будет сейчас сдвигать молот назад для замаха. Соответственно, и центр тяжести поменяется. Может, это сильно, то есть давайте вначале, так как мы просто выставляем ключевые кадры, мы сейчас ничего прям такого экстраординарного не делаем. То есть это просто сейчас на данный момент какое-то изменение. То есть какое-то перемещение ног для подготовки к удару. Так. Ага. Еще один очень важный момент. Смотрите, как вы можете помнить, вот на вот этой руке стоит constraint. Ну, то есть, по сути, эта рука летает за молотом. Но сейчас она перестала летать. А почему? Потому что мы на нее поставили ключ. А ключ, он преобладает по своей силе над констрейном. То есть, если мы, например, наоборот, вначале бы поставили ключ, а потом сверху constraint, тогда да, тогда было бы преобладание именно констрейна. Но сейчас в данном случае у нас наоборот. Поэтому вот constraint наш, мы с этого контрола просто удалим все ключи. Вот они у нас в аутлайнере. Просто мы удалим. И все, и теперь рука будет работать как и раньше. Значит, так как мы чуть-чуть телом сдвинули вперед, соответственно, у нас молот и руки тоже сдвинулись вперед. Но сам молот, он же тяжелый, и, соответственно, он немножко сдвинется назад. Потому что он не может прям идеально вместе с телом тоже двигаться. То есть у него вот есть какая-то задержка. Это я сильно, наверное, сдвинул. И опять же, естественно, телу нужно в момент, когда вот он делает такой маневр, то есть он подходит вперед, ему нужно на что-то опираться. А как вы можете видеть, сейчас у него 2 ноги скользит. Соответственно, у этой ноги мы уберем. Ну, поставим ключ, но не будет здесь никаких изменений происходить. И подвинем тело еще ближе. Так, извините, делал я все это в 8 кадре, надо делать в 7. И смотрим.
То есть вот что-то происходит. Развернем немножко сюда торс. Посмотрим, как это будет смотреться. Ну, наверное, разворачивать торс мы будем не тазом, а вот таким образом. Потому что таз в это время не может так развернуться, так как он ногу переносит. Также нужно немного сдвинуть центр тяжести сюда. Мы же переносим вес на эту ногу. Так, и давайте где-то в 15 кадре сделаем так, чтобы он уже занес удар над головой. Поначалу, конечно, это смотрится смешно. Но сейчас мы выставим все локти, все руки, и оно будет выглядеть лучше. Видите, я не ставлю ключ. То есть автокей за меня все делает. То есть какой-то вот такой у нас будет замах. Ключицей тоже ему добавим. И, конечно же, наклон тела вот в эту сторону. Ну и не только, назад тоже. Так, здесь мы выстояли. Но нам же опять же нужно компенсировать центр тяжести. То есть вот, как мы видим, сейчас молот закинут назад. И тело уже стоит неровно. То есть оно вот как немножко вот так вот сдвинуто назад. Да? И, соответственно, если в таком положении закинуть молот назад, он просто нас потянет за собой и человек упадет. Поэтому мы двигаем все тело вперед. Чтобы это все скомпенсировать. Сейчас он, конечно же, криво двигается, но, как я уже сказал, это же ключевые позы. То есть это сейчас просто выставление ключевых поз. Да, можно его немножко еще прокрутить.
ключицу ломает. Слишком близко у нас находится кулак к ключице, и ИК хендл ломается. Но это на самом деле огрехи Рига. Это то же самое, что у нас было с коленой, помните? То мы сейчас не будем прям так сильно пытаться это исправить. Пробуем с этим так остаться, работать. И не обращать на это внимания. На ключицах у нас нет промежуточного ключа. Ну, пусть пока так будет. Как мы помним, опорные ноги должны быть. Так, мне этот контроллер сейчас не очень нравится. Я его обнулю. И докручу, наверное, тазом. Так. Хотя нет, тазом. Мы не будем тазом так докручивать. Да, ведь опорная нога-то у нас скорее вот это. Мы ж опираемся сейчас на нее, поэтому пусть так будет. Вот. Что с ногами? Они у нас пока стоят на месте. Давайте тоже ключ поставим. На самом деле, по-хорошему, надо в ключевых кадрах на все контролы ставить ключ. Ну, кроме, конечно, вот нашей вот этой вот руки с констрейном. Ее нужно убирать с выделения. Вот так давайте на все поставим. И давайте сделаем где-то здесь сам удар. Ну, вот здесь. Двадцать-втором. Ну, конечно же, первым делом таз отставляем. Наклоняем. Торс возвращается в ударное положение. Кстати, что у нас там голова? Мы ее вообще не трогали. Ее можно можно как-то так ее сделать. Смотрит там куда-то. Вот. А здесь она, конечно же, тоже смотрит на место нашего удара. Сейчас выставим. Вот. И эта правая нога, она у нас очень сильно отталкивается. Можно ее немножко сделать, будто она проскользнула. Ну, тоже спорный пока момент. Не факт, что это хороший вариант. Не будем сильно ее пока трогать. Ну и давайте, пусть сам молот тоже прилетит туда. Полвектора локтей. То есть, конечно же, мы компенсируем всю тяжесть молота
телом. Подвинем ключицы вперед. То есть я вот так двигаю, да, и смотрю, как бы он, вот какая именно поза бы выглядела наиболее красивее в данном случае для нашего действия. Следите за тем, какие контролы я выделяю, какие двигаю. Следите за тем, чтобы руки сильно не растягивались, чтобы это выглядело анатомично. Конечно, у нас тут об анатомии сильно сейчас не поговоришь, но все равно. Скорее, при таком ударе локти должны иметь приблизительно одинаковый угол. Ну, потому что сильный удар, и человек он не будет какую-то руку там, ну, будет, но чуть-чуть, какую-то руку сильнее растягивать, какую-то меньше, он будет в этом случае стараться вложить силу обеих рук. Мне не очень нравится присест. Скорее будет что-то наподобие такого. Думаю, что типа такого. Так, ну и что-то уже, то есть если проиграть, да, вот видите, уже вроде как какие-то у нас ключевые позы, но уже что-то он там делает. Вот сейчас уже начинают вырисовываться какие-то недочеты, которые мне не нравятся. Например, вот он подвигает ногу вперед, все же, как по мне, довольно сильно, да? И в таком случае можно ее в этом кадре вернуть, попытаться обратно вернуть. Сейчас посмотрим. Нет, наверное, так не очень будет. Тогда, значит, я вот здесь двинул чуть назад, я продублирую сюда, нажму S. То есть я нашим способом, с помощью маус 2, я сдублировал. То есть был ключ здесь, теперь тут такой же.
Чуть здесь рука растянута, мы это попробуем поправить ключицей. Так, ну и, соответственно, после того, когда произошел удар, у нас происходит отскок. То есть удар, и, конечно же, кувалда может прилететь в лицо. То есть где-то здесь у нас кувалда слегка отлетает вверх. Ну а человек продолжает по инерции наклоняться. Ну, это я, наверное, зря подвинул. Вот, и если проигрывать, да, это ключевая поза, но если проигрывать, можем видеть, красиво оно смотрится или нет. В данный момент не очень. Поэтому я убираю некоторые аспекты. Тоже смотрим, что кувалда отскакивает неправильно. То есть все ошибки можно увидеть, просто проиграв анимации. Смотрите, я не нажимаю вот эту кнопку, чтобы не тратить время. У меня стоит сочетание клавиши Alt-V. Вы это можете видеть на виртуальной клавиатуре. Ну и сейчас отскок выглядит криво. Но сейчас мы не будем на это обращать внимание. Потому что мы будем дальше еще детализировать. И где-то вот в этом кадре давайте выделим все кривые, кроме, конечно же, нашей вот этой с констрейном. И вернем его в исходное положение. То есть нулевой кадр сдублируем сюда. Нажмем S. Получилась вот такая анимация. Вот. Значит, хочу вам рассказать пару слов про Euler фильтр. Что это такое? Вы можете заметить, что... Сейчас я сохранюсь. Вы можете заметить, что при ударе, при возврате у нас кувалда дергается. Почему именно так происходит? А происходит это по той простой причине, что существует скажем так, существуют у нас углы, да? То есть 90 градусов, это, вы знаете, это угол перпендикулярный, 90 градусов. 180 градусов, это как развернутый угол в ровный лист, да? 270 градусов, это уже угол, скажем, не внутренний, а наружный. Это как будто вот то же самое, как 90 градусов, только с наружной стороны. И 360 градусов, это полный оборот, да? Давайте же посмотрим, что тогда у нас происходит с кривыми rotate. Например, rotate x. Вот наша кривая по rotate x. Значит, изначально у нее было значение 33 градуса. То есть молот как-то там был относительно чего-то по оси x повернут на угол в 33 градуса. И дальше в каждом ключевом кадре у нас эти градусы начали расти. То есть, допустим, вот дальше в седьмом кадре у нас уже 183 градуса. То есть молот был развернут в обратном направлении. То есть это мы вот видим на кривой. Дальше в 15 кадре уже почти 600 градусов. Ну и далее идет на спад. И вот вы, наверное, хотите спросить, а как это вообще возможно? Ну, то есть у нас же всего 360 градусов. То есть идет полный оборот, да, потом опять 0. То есть, допустим, если мы положим что-то на пол,
повернем на 90, на 180, да, как роза ветров. Повернем на 270, 360, как часовая стрелка, мы все равно придем в тот же 0, правильно? Но откуда тогда берется 600? А оттуда, что Майя, она считает каждый поворот как дополнительные градусы. То есть, если, допустим, 360 умножить на 2, это будет 720, то это, по сути, 2 оборота вокруг своей оси. Майя так считает. Но зачем давать такие большие значения, если мы можем, можем в каждом обороте, вот, допустим, сделал один оборот, мы можем это обнулить, то есть сбросить в ноль, и далее опять считать, начиная от нуля. То есть тогда и кривые не будут так высоко подниматься, не будут таких больших значений. И мы будем постоянно понимать, на сколько градусов все это дело повернуто. Так вот, для того, чтобы не было вот таких вот резких вот дрыжков, то есть, да, существует эйлеровский фильтр. Что он делает? Он пересчитывает кривую и приводит вот эти вот значения 600 градусов, он приводит их в значения от 0 до 360. И после этого пропадают вот такие дергания. А почему? А потому что у нас, например, сейчас rotate x, к примеру, да, вот, здесь он сейчас у нас 418 градусов. А при этом rotate y у нас всего лишь 6 градусов. Ну и rotate z там сколько? Минус 335. То есть у нас получается rotate y и rotate z, он находится в пространстве от 0 до 360. Да, здесь отрицательная сторона, но все равно это пространство от 0 до 360. То есть это, по сути, один оборот вокруг стрелки. А вот rotate x, он у нас выше значения 360. И когда мы вот все вот эти наши кривые приводим ближе к нулю, то есть вот они идут у нас вниз, стремятся тут к нулю, то, допустим, кривая y и кривая z, так как у них значения не сильно велики, они быстро переходят в значение, приближенное к нулю, и проблем с этим нет. Но ось x у нас находится в данном случае на 480 градусах, на 418 градусах. То есть это слишком много. И чтобы вернуться в ноль, вот этот ось x, она проходит несколько оборотов. То есть она, по сути, дает вот эти вот дергания. То есть она проходит 418, там, допустим, 400, да, 380, 360. То есть она дергается в этот момент. Она как 307, по сути, 370 градусов это то же самое, что и 10 градусов. И вот куб возвращается то в 10 градусов, то опять в 360. И поэтому происходят и такие дергания. Для этого существует Эйлер-фильтр. Как он работает? Вот мы, допустим, отобразили все наши rotate кривые. Давайте теперь выделим все ключи. И зайдем в Curves, меню Curves. Вот. И здесь есть Эйлер-фильтр. Нажмем Эйлер-фильтр. Все, теперь кривая наша пересчиталась. Вот. И теперь вместо высоких значений, вот как здесь было, например, 600 там, или не помню, или здесь, ну здесь, скорее всего. Теперь здесь значение отрицательное. То есть кривая, все три кривые, они просто пересчитываются в зависимости от значения других кривых. И приходит к какому-то усредненному значению, но все эти значения теперь лежат в промежутке от 0 до 360. И если мы теперь проиграем анимацию, то мы можем увидеть, что хоть и нету у нас подобных дерганий, но анимация стала не совсем такая, как хочется, и даже не такая, как была раньше. Почему? А потому что теперь между ключевыми кадрами, вот здесь, например, да, самый такой странный момент, между ключевыми кадрами, да, вот он. Наша кувалда, она ищет по вращению самый короткий путь. То есть вот она просто нашла по вращению самый короткий путь. И она приходит в таком случае в куб именно вот таким образом. Как раз чтобы такого не происходило, сейчас мы будем детализировать.